Забор высокий какой. За забором Российская Федерация. То есть прямо так и написано в свидетельстве на право собственности. Российская Федерация. Зачем же тогда отгораживать эту Российскую Федерацию от той Российской Федерации? А все дело в том, что в той Российской Федерации живет новый премьер-министр России Михаил Мишустин. У него таких российских федераций много, потому что сейчас все наше государство прячет Мишустина и его имущество. Везде, где была фамилия Мишустин, написано теперь Российская Федерация. Вот журналисты за первые 10 дней премьерства Мишустина много чего раскопали об его имуществе, но документов на него нигде нет. Везде только Российская Федерация. Но от фонда борьбы с коррупцией не скроешься. Мы собирали досье на Мишустина аж с 2015 года. Почему? Потому что всегда знали, что он вор и коррупционер. У нас есть все документы со всеми фамилиями и со всеми доказательствами. И сейчас мы расскажем вам, кто же стал вторым человеком в России. Понимать, кто такой Михаил Мишустин, нам всем очень важно. Ну, потому что вот Медведев был вор, но так и правительство его провалилось. Разговоров было много, но наступил 2020 год, и знаменитая программа 2020 оказалась невыполненной ни по одному важному показателю. Доходы населения 6 лет подряд падают. Правительство Медведева сделало нас беднее, потому что воровали, дворцы строили. А каким премьером будет Мишустин, выяснить легко. Он все-таки 22 года назад поступил на госслужбу. Вот как он научился работать, так и будет. Ну, так что давайте посмотрим, что принесли нашему герою десятилетия служения людям. Об этом месте написано уже довольно много статей, но видите вы его впервые. А главное, это не просто поместье Мишустиных, а место с довольно сложной структурой собственности. Все документы сейчас засекречены, но, как я уже сказал, в ФБК эти документы лежали давно, и мы имеем возможность размотать весь клубок. Перед нами 2,6 гектара земли в элитном поселке Коттон-Вэй на Рублевке. Здесь, за высоченным забором и еще более высокими соснами, прячется от нас мега-дача семьи Мишустиных. Видим гараж почти на 300 метров, теннисный корт, небольшое футбольное поле, главный дом на 861 квадратный метр, и еще два дома на 450 и 250 метров. А вот еще один небольшой дом на 150 метров и... еще один дом на 741 квадратный метр. Итого почти 3000 метров разных строений. А вот здесь, кстати говоря, совсем рядом дача нового вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко. Участок 6000 квадратных метров и дом 1200. Ну, можно прям даже заседание правительства здесь устраивать. Теперь разбираемся подробно, кто же у нас там прячется за деревьями. Главное, что нужно понимать, все это поместье не один кусок имущества, а сложная нарезка. Мишустин же не может взять и задекларировать на себя огромную усадьбу, поэтому она нарезана на кусочки и распределена между теми, кто формально держит его имущество. И это прекрасно, потому что выписки-то у нас с вами есть, и мы можем описать всех участников мафиозной семьи. Итак, в первую очередь у нас тут засвечен сам Михаил Мишустин. Он заявил, что приобрел здесь кусок земли в 2000 году, и сейчас это является его официальным ответом на вопрос, откуда у вас деньги на это на все. Газета «Коммерсант» даже опубликовала фактически пресс-релиз Мишустина под видом журналистского материала вот именно об этом. На самом деле не больше, чем 1/5 от того, что мы видим, была куплена в 2000 году. Но и даже тогда Мишустин был на госслужбе. В 2005 году этот участок и огромный 900-метровый дом на нем он записал на своих детей Александра и Алексея, будущих учеников элитной швейцарской школы. На момент переоформления Александру было 4 года, а Алексею 5 лет. Познакомились с детьми, смотрим дальше. Следующие наши герои – отец и мать Мишустина, на которых оформлена вот эта часть дачи, почти 8000 квадратных метров. Она была приобретена в 2012 году. В год покупки матери Мишустина было 70 лет, а отцу 73 года. По сообщениям СМИ, отец всю жизнь работал в Аэрофлоте, а мать была медсестрой. И поэтому очевидно, что участок оплатил сам госслужащий Мишустин.
А вот этот участок самый интересный. Он связан еще с двумя важными героями нашего расследования. Сейчас он принадлежит сестре Мишустина Наталье Стениной. Она объединила его из 10 участков, большую часть которых получила в 2009 году. Из 12 тысяч метров 9 тысяч, то есть 70%, были подарены ей неким Александром Удодовым. Вместе с участками были подарены и дома 741 метр и 147. На Удодове надо остановиться подробно, потому что он и есть один из тех двух людей, через которых кладовые Мишустина наполняются сундучками с золотом. Вот вы можете сейчас просто нажать на паузу и загуглить этого Удодова и убедиться, что это просто какой-то полубандит, который обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС, ровно тогда, когда Мишустин работал замминистра. Газета «Коммерсант», та самая, которая сейчас поет оды консервативному инвестору Мишустину, в 2011 году называла Удодова одним из организаторов воровства 2 миллиардов рублей из налоговой службы. Со ссылкой на следствие они рассказывали про обыски у него дома, про то, как он скрывался от следствия и так далее, и так далее. Вопрос. Кажется ли вам подозрительной дружбой человека, который ворует на мошеннических схемах с налогами, и главы налоговой службы? Кажется, конечно кажется, и нам кажется, но у Удодова и Мишустина даже не просто дружба, а прям-таки любовь. Такая сильная, что вот Удодов, как видите, дарит недвижимость стоимостью несколько миллионов долларов родной сестре нашего чиновника. Вот Мишустин и Удодов играют вместе в хоккей. А вот год спустя Удодов и Мишустин снова вместе играют в хоккей, но уже в Швейцарии. А вот он в 2010 году на Международном компьютерном фестивале, любимом детище Михаила Мишустина в Сочи, он там почетный гость. И вот он там же в 2014 году. И это только малая часть их связи, только то, что можно визуализировать, фотографии вам показать. То недолгое время, когда Мишустин работал в бизнесе, Удодов уже был тут как тут. Его назначают управляющим директором. И в итоге Мишустин и Удодов сблизились между собой и фактически и юридически настолько сильно, что их активы нужно отделять друг от друга хирургическим скальпелем, чтобы не перепутать, где здесь премьер-министр и его семья, а где бизнесмен, которого кроме как преступником и назвать-то нельзя. Сейчас такая дача стоит 1,5 миллиарда рублей. И давайте, пожалуйста, даже не будем рассуждать на тему того, могли ли пожилые родители чиновника или его сестра самостоятельно купить эти гектары земли. Это, конечно, все делалось на коррупционные деньги самого Мишустина. А сейчас вновь обращаю ваше внимание. Все наше государство, спецслужбы заняты тем, что скрывают от граждан России это имущество, засекречивают и меняют фамилии на Российская Федерация, чтобы вы ничего не знали. Ну, знаете, я вообще не хотел бы говорить на эту тему, но... Мы готовы улетать с Рублевки, но только для того, чтобы найти недвижимость семьи Михаила Мишустина еще на 1,5 миллиарда рублей. Но до этого нам очень важно поговорить подробнее о родной сестре премьер-министра Наталье Стениной. Она, вот если судить по реестру юридических лиц, особенно ничем не занята. Ее работа быть сестрой человека, у которого денег много, но оформлять он на себя ничего не может, потому что не может объяснить, откуда эти деньги. Например, именно она, а вовсе не сам Мишустин, официальный учредитель хоккейного клуба «Спортима», за который играет чиновник и, кстати говоря, его дружище Удодов. Она по документам учредитель организации, которая восстанавливала храм на Рублевке. Интересно, что награждали потом орденом патриаршего храмостроителя не сестру Мишустина, а его самого. То есть патриарх понимает, кто реальный хозяин этих денег. Кстати, в этих двух фондах и еще в одном фонде милосердия, образования и спорта Наталья Стенина снова вместе с Александром Удодовым. Последний фонд особенно хорош. Там собралась вся компания. И Удодов с женой, и хозяин Трансмашхолдинга Бокарев, и Виталий Качур. Вот этот последний вообще идеальный человек для того, чтобы быть связанным с главным налоговиком страны. Это уголовник-контрабандист, который отсидел 5 лет за взятку, которую он дал депутату Вороненкову, и прославившийся на всяких налоговых махинациях.
Итак, сестра Мишустина работает номиналом своего брата. И услуги эти, очевидно, очень хорошо оплачиваются. Наталья Стенина проводит много времени в Швейцарии, где навещает свою дочку и детей Мишустина, которые учились в одной из самых дорогих школ мира недалеко от Лозанны. Обучение в ней стоит больше $100 тысяч в год на человека. Это, кстати, отдельно очень смешно. Как только Мишустин стал премьер-министром, пропагандистка Маргарита Симонян просто начала гордо писать в Твиттер, что дети Мишустина учатся в России, хотя швейцарская школа честно обозначена в Фейсбуке самих детей. Поэтому сейчас, может быть, Мишустин и вернул детей в Россию, но большая часть их образования прошла вдалеке от правительства, в котором работал их папа. Все это показатели качественных изменений в школьном образовании. Наталья весело проводит время. Наталья ездит на дорогих автомобилях с блатными номерами. И у Натальи есть собственность на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Первые 730 миллионов – это та часть рублевской дачи, которую мы вам уже показывали. Но она там не живет. Это дача премьер-министра, а у нее есть собственная. Мы над элитным поселком Агаларов Эстейт. Чего-то только нет. Гольф-клуб, вертолетная площадка, пруд с лодками, рестораны, спа, боулинг – все удобства для жителей-миллионеров и для сестры нового премьер-министра. В 2014 году она купила тут участок площадью 2500 квадратных метров и дом на нем площадью 925 метров. Такая недвижимость в этом поселке стоит примерно 400 миллионов рублей. В соцсетях детей можно без труда найти фотографии из этого поселка. И, кстати, если уж рассматривать фотографии, то взгляните на профиль Михаила. Сейчас он выглядит так, а неделю назад здесь было указано место работы – Афора Девелопмент. Это фирма Александра Удодова. И тут он подсобил. Кроме этого замечательного дома у Натальи Стениной есть еще и квартира в суперэлитном жилом комплексе Найтсбридж Парк. О ней несколько дней назад рассказала русская служба BBC. Но подтвердить эту информацию они могли только неформально. Потому что, опять же, засекречено. Но у нас и эта выписка есть. И мы на 100% уже документально подтверждаем, что да, это действительно собственность родной сестры премьер-министра Мишустина. Вот вопрос. Ну ладно, премьер-министр. Данные о его имуществе засекретили по неким государственным соображениям. А сестра-то его почему спрятала? Да потому что само государство таким образом признает правду. Понятное дело, что эта квартира куплена Мишустиным и куплена на коррупционные деньги. Вот поэтому мы от вас ее и прячем. Ну и небольшой бонус. Еще один участок земли на Рублево-Успенском направлении и снова подарен сестре премьер-министра странным бизнесменом Удодовым. 25 соток, стоит 30 миллионов рублей. Так, небольшой презент. По меркам других подарков семье Мишустина это просто-напросто сувенир. И, конечно же, участок тоже засекречен. Но не для вас, дорогие наши зрители. Вы же не зря отправляете нам свои пожертвования. ФБК все записал заранее. Товарищи, у меня все ходы записаны. Вы можете посчитать, что мы уже нашли активов Стениной на 1 миллиард 360 миллионов рублей. А я анонсировал 1 миллиард 600 миллионов. Но я не обсчитался. Просто нам нужно сейчас из элитных районов Подмосковья переместиться в самый центр города Москвы. Осталось только слово «ресторан» и больше ничего нет, потому что сейчас здесь идет ремонт. Но вообще говоря, в течение 13 лет здесь располагался одно из самых шикарных и известных заведений Москвы – ресторан «Недальний Восток». Его закрыли для того, чтобы сделать еще более шикарным. Вроде бы сюда переезжает даже бар Симачев. Всегда считалось, что «Недальний Восток» принадлежит известному ресторатору Аркадию Новикову. Кстати говоря, бывшему члену партии «Единая Россия». Я помню, в 90-х было всего 3 приличных ресторана, и сходить туда могли человек 100. Сегодня Москва одна из мировых столиц, а скоро, я думаю, станет номером 1. Так вот, чтобы и дальше все шло нормально, 2 декабря я проголосую за Путина, за его партию. Но на самом деле всегда Новикову принадлежало только 50% этого ресторана, а еще 50% были равномерно распределены между нашими старыми знакомыми мишустинским бизнесменом Удодовым и мишустинской сестрой Натальей Стениной. Об этом факте писали СМИ, и обнаружить его несложно. Но он прямо бросается в глаза, если смотреть «Игроюл». Ну вот сами посмотрите. Это юрлицо Николия. Оно пользуется товарным знаком «Недальний Восток» и принадлежит напрямую 3 нашим героям. Но самое интересное здесь это другое юрлицо. Гарантия. Оно располагается в этом же здании и принадлежит
тем же самым людям и в тех же самых долях. ООО «Гарантия» владеет всем этим зданием на Тверском бульваре. 2200 метров, а это очень-очень дорого. Миллиард рублей. То есть, формально говоря, в семье премьер-министра обнаруживается еще как минимум 250 миллионов рублей. Фокусник, да? Ловко, слушай. Я, правда, ни хера не понял, да? Неожиданная и выгодная дружба. Ресторатор Новиков ведет совместный бизнес с семьей главного налоговика. Получает почетный пост члена общественного совета при налоговой службе России. Но дружба Мишустина и Новикова не заканчивается здесь, на Тверском бульваре. Мы с вами идем по Хамовникам для того, чтобы найти здесь еще почти 400 миллионов рублей, принадлежащих семье нашего премьер-министра. А это прекрасный район, Фрунзенская набережная. Там Москва-река, там стадион Лужники. Квартиры здесь ужасно дорогие. 1 квадратный метр квартиры вот в этом доме стоит 1 миллион рублей. Можете зайти в интернет и сами проверить. И весь 5-й этаж этого дома принадлежит, как думаете, кому? Правильно, Российской Федерации. То есть уже засекретили. Но мы получили выписки раньше и отлично знаем, что это было куплено для Алеши Мишустина и Саши Мишустина, российско-швейцарских деток нашего премьер-министра. А схема покупки просто восхитительна и выглядит как классика коррупции. 2 квартиры по 180 метров. Каждая стоит 180 миллионов рублей. Обе принадлежат Александру Удодову через его фирму «Истком». И Мишустин, вот он хочет эти квартиры для своих детей. Но нельзя же так сделать, чтобы дети налогового министра получили квартиры от налогового мошенника. Поэтому 4 мая 2018 года их покупает ресторатор Новиков. И через 4 месяца он продает одну квартиру Алексею Мишустину. А потом ждет. Ведь если вторую квартиру отдать несовершеннолетнему Александру Мишустину, студенту из Швейцарии, то она должна быть отражена в декларации его папы-министра. Поэтому Новиков выжидает еще 5 месяцев и продает квартиру Александру Мишустину, как только тому исполняется 18 лет. И папа может говорить: да я ничего не знаю, какие квартиры? У меня взрослые дети, наверное, сами заработали. Позвоним Аркадию Анатольевичу Новикову, известному ресторатору. Алло. Аркадий Анатольевич, Алло. добрый день, это вас Навальный, Алексей беспокоит. Есть у вас пару минут со мной поговорить? Слушаю вас. Аркадий Анатольевич, я звоню, мне кажется, вы даже можете предположить, почему я звоню. Я звоню в связи с тем, что вы в 2018-2019 году 2 квартиры сыновьям премьера Мишустина передали. Я хотел с вами об этом поговорить. И в первую очередь хотел уточнить... Очень бы хотел вообще говорить, спасибо вам большое. Но просто не хочу участвовать ни в каких разговорах вообще, чтобы обо мне кто-то говорил. Ну, это понятная ваша позиция, тем не менее, вы же чиновнику подарили квартиры, вот детям. Это важная информация. Я ничего не дарил. Я никому ничего не дарил. Продали? Информация. Вообще, на самом деле, очень много пишут информации неправильной про меня или там про кого-то. У вас ошибочное мнение. Ну, смотрите, я ровно поэтому вам и звоню, Аркадий. Я не хочу никакой напрасленно на вас наводить. Да, я еще раз говорю, что я никому ничего не дарил. Посмотрите внимательно, ладно? Нет, хорошо, тогда скажите нам, вы их продали, эти квартиры? По какой цене? Все добро, извините. Мы не знаем, по какой цене Новиков передал квартиры детям Мишустина. Предполагаем, что ниже рыночной это фактически взятка. Но даже если по рыночной, то ни у Алексея, ни у Александра Мишустина, ни у их папы и близко нет легальных денег на покупку таких квартир. Мишустин, как никто другой, знает, что с точки зрения любого налоговика, то, что произошло, называется криминальная притворная сделка. Как я и сказал, это классика коррупции. У министра растут дети. Давайте им купим шикарные квартиры. Министр будет довольный, а значит и мы будем довольны. Как я смогу любовь отца описать? Ну а сейчас Мишустин премьер-министр, и квартиры вообще засекретили. Квартиры? Какие квартиры? Какой Новиков, какой Удодов? Какая коррупция? Нам ни о чем подобном неизвестно. Сейчас не понимаю, о чем вы говорите. Вы понимаете, это какая-то ерунда.
Ну вот вам и ответ на вопрос, чего же можно ожидать от нового премьер-министра и что он умеет делать лучше всего. Помимо того, что я вам рассказал в этом видео, есть еще и жена Мишустина, получившая за последние годы официального дохода 800 миллионов рублей. И никто ничего не знает ни о каком ее бизнесе. Откуда эти миллионы берутся? Ну, оттуда же очевидно, откуда квартира у ее детей. 20 лет сидит Мишустин на государственной службе. И миллиардер. И просто потрясающе, как он сам, государство и Путин, конечно, это же не может быть без его ведома. Они прячут от нас его миллиарды. То есть у государства задача не выяснить источник богатства Мишустина, а спрятать это богатство от нас. Потому что они понимают, эти источники коррупционные. И нормально к этому относятся. Подумайте сами. Ну какое право они имеют вычеркивать из государственного Росреестра данные уже не только о себе, но и о своих детях, сестрах, родителях? Вот вам такого никто не позволит. Тем не менее это происходит. Владимир Владимирович, выяснилось, что Мишустин вор, и про это напишут все газеты. Что будем делать? Ну помогите Мишустину все спрятать, чтобы газеты не написали. Вот это все и есть в терминологии пропагандиста Соловьева абсолютно блестящее правительство. Вашим вкладом в наше расследование станет помощь в его распространении. Люди нашей страны должны знать, что же на самом деле такое правительство путинского прорыва. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.